Катамаран Katana Group Bali 4.0. Даже 40-футовый катамаран – это 80 квадратных метров площади, при этом 2 этажа. Обратите внимание, что он вмещает в себя 800 литров воды, практически как в квартире живешь. Bali 4.0 обладает двумя кокпитами, передний и задний. Задний при этом можно полностью закрыть, превратив в кают-компанию. Верфь предлагает нам 4 планировки, 2 Owner Version трехкаютные, различие только в раздельном или совмещенном санузле в правом поплавке, и 4-каютные версии с совмещенными санузлами и с раздельными санузлами. Широкая и чистая палуба от носа до кормы. Также мы видим, что между поплавками отсутствует сетка, и вместо нее установлен кокпит. Это, безусловно, плюс для тех, кто любит отдыхать и развлекаться, но для тех, кто хочет ходить в более суровую погоду, нужно быть аккуратнее, потому что кокпит не пропускает волну, как это делает сетка. Bali 4.0 не является исключением среди катамаранов и, как и все, обладает огромными просторными рундуками с удобным доступом и большим местом для хранения всевозможных предметов, как бытовых, так и для катамарана самого. Посмотрите, обратите внимание, какие огромные, глубокие, широкие рундуки. Здесь можно даже жить. Что касается управления катамараном, пост управления расположен на флайбридже, что дает удобный и хороший обзор 360 градусов. Обратите внимание, что катамаран заточен под управление в одиночку. Установлены 2 электролебедки для того, чтобы без проблем шкипер мог управлять не только пером руля, но и парусами в одиночку. При этом автоматическая система рифления, lazy back, lazy jack, все это есть. Обратите внимание на ширину погона гикошкота, да, он дает нам широчайший диапазон управления данным парусом. Также на стаксель можно поставить систему автоматического перекидывания, что упрощает лавировку и фактически рулишь как в машине или на катере. Здесь также достаточно удобный доступ в двигательный отсек. Двигатели, напомню, в катамаране 2. Конечно, это немножечко удорожает систему, но с другой стороны вдвое увеличивает надежность катамарана. Между двигателями также установлен еще дополнительный рундук, что позволяет хранить всевозможные там запчасти, те же самые кранцы и так далее и тому подобное, не загромождая уже непосредственно палубу. Что же, давайте перейдем к рассмотрению кают-компании-кокпита. Обратите внимание, как интересно здесь открывается задняя часть, задняя дверь. Она поднимается под потолок, боковые окна полностью сдвигаются, и мы получаем хороший открытый кокпит, где можно провести приятное время за обедом. Что же касается плохой погоды, понятное дело, мы закрыли его, и дождь, и снег, и слякоть нам уже не страшны. Сидим в тепле и в уюте. Обратите внимание, что здесь сама кают-компания достаточно скромна по размерам, но в то же время вмещает в себя очень интересную, хорошую кухню. Холодильник этот идет опционально, он, опять же, нужно заметить, на 220 вольт работает через инвертор. Это не самое лучшее решение, но тем не менее, если мы хотим большой классический холодильник, то придется с чем-то мириться. Также обратите внимание, что в Bali 4.0 дизайнеры поработали над тем, чтобы спрятать все лишнее и, допустим, доступ к каким-то приборам, к фитингам, к проводам. Это все у нас спрятано за декоративными панелями. Мы, естественно, не пробовали их снять и не можем утверждать, насколько это легко и просто. Пост управления продублирован внутри. Соответственно, можно установить любое оборудование, которое нам заблагорассудится. На катамаранах плиты, да, газовые и, в общем-то, и духовки, они выполнены уже без карданного подвеса и при этом установлены под дифферент, а не под крен, потому что катамараны не кренятся, но, соответственно, на волне могут немножечко козлить. Поэтому все-таки, наверное, производителям стоило бы задуматься и делать газовое оборудование, скажем так, на подвесе, да, было бы понадежнее, поудобнее и при этом не намного дороже.
Во всем остальном, конечно, катамаран упрекнуть тяжело, потому что обратите внимание, что все полочки, все ниши, особенно внешние, они выполнены с бортиком, и везде огромное количество подставочек для того, чтобы, не дай бог, что-то не скатилось. Хотя, да, мы знаем, что катамараны гораздо меньше качают, и они не ходят под креном. Но почему-то в монохулах об этом забыли сделать бортики для полочек. Спасибо, Бали, помнит. Пойдемте посмотрим носовую каюту. В поплавок мы спускаемся, сделав несколько шагов по ступенькам, между двух кают совмещенный санузел. И вот она, небольшая получается на этом катамаране носовая каюта. Ну как небольшая? Для монохула, например, 40-футового, это вполне, так сказать, приличная носовая каюта с входом в санузел. Обратите внимание, насколько удобно здесь сделана дверка выдвижная, то есть не надо открывать, что-то там бочком залезать, стучаться ручками друг об друга и так далее и тому подобное. Вот это решение, мне кажется, нужно уже потихонечку внедрять во все яхты. Видите, да, доступ к шлангам, помпам и так далее, он выполнен за декоративной панелью. Да, это немножечко усложняет ремонт, но с другой стороны гораздо более симпатично все это выглядит. Высота потолка, вместительность санузла не вызывает никаких вопросов. В самой каюте, конечно же, немного шкафов. Один для подвеса, один с полочками и небольшая выдвижная ниша под кроватью. Кровать при этом достаточно просторна, удобна. И еще под ней скрывается дополнительное место для хранения каких-то вещей, которые не нужны нам оперативно. Если вы взяли, например, яхту в чартер, то туда можно закидывать чемодан после того, как все из него достанем, чтобы он не мешался под ногами. Ну, хотя мы знаем, что на яхту надо ехать с сумкой. А если же мы живем на катамаране, то туда можно поставить, может быть, дополнительный танк и, соответственно, использовать это место для каких-то сезонных вещей. Летом зимние вещи хранить, зимой летние. А вот в трюм уже выведены все туалетные фитинги, что опять же просто и хорошо для инспекции. Ну что же, давайте глянем кормовую каюту. В кормовой каюте, безусловно, уже гораздо более широкая, более просторная кровать, побольше окошек и побольше систем хранения. Все лишь потому, что корма, она, как мы знаем с вами, шире, чем нос, поэтому и каюты кормовые гораздо более удобные. Также точно присутствует удобный трюм со всеми коммуникациями, с хорошим прямым доступом. К сожалению, вот фонарика не было, чтобы посветить. Везде выведены вент-каналы, розетка на 12 вольт. Ну, соответственно, понятно, вибаста мы ставим опционально, с возможностью управления в каждой каюте. Пространство в катамаране это позволяет. Также точно есть система хранения под кроватью, там же расположился наш бойлер, да, то есть в кормовой каюте еще будет и теплее. Ну что же, сам санузел, давайте в него зайдем. Помним, что там есть и раздвижная вот эта дверь, и также можно зайти посередине. Но тут уже будущий владелец будет сам выбирать, как ему будет удобнее. Душевое отделение находится за стеклянной дверцей, пожалуйста. И, соответственно, все в полный рост, все удобно и все очень-очень хорошо. Ну, согласитесь, фактически все как дома. Да, это и есть то преимущество катамаранов, за что их любят. Любят брать в чартер, любят на них жить. Между каютами мы видим трюм, в котором как раз таки и расположилось все оборудование. Согласитесь, это удобно, потому что сохраняет пространство в полочках и в то же время сохраняет удобный доступ ко всему. Это был обзор катамарана Бали 4.0. Мы не специалисты, к сожалению,
или, к счастью, по катамаранам, но давайте немножко о цене. Его базовая цена 275 тысяч, и для того, чтобы выйти на нем в море, нужно будет заказать опции примерно тысяч на 30-35. Опять же, в зависимости от ваших пожеланий, можно нашпиговать его всеми возможными и даже невозможными опциями, но об этом можно поговорить более подробно с экспертом по Bali 4.0, это Ирина Бортник. Буквально в следующем видео будет с ней подробное интервью, минут на 20, она представится, расскажет о себе немножечко, и мы обязательно оставим контакты, потому что у нее есть ряд интересных предложений для вас, как для владельца катамарана, так и с точки зрения ведения бизнеса на нем. Удачи, подписывайтесь на канал.